На Миланской неделе моды 21 февраля дизайнер Алессандро Микеле презентовал коллекцию Киборг. Манекенщицы с 3 глазами и рогами фавна несли в руках детенышей драконов, хамелеонов, оторванные головы клочья. Этот эпатаж шокировал даже таких акул стиля, как Анна Вентура и Анна Делла Руссо, которые сидели в первом ряду. Закрывала шоу 22-летняя Ольга Запивохина из Нижнего Новгорода. Присутствующие представить не могли, что буквально полгода назад девушка находилась на грани жизни и смерти. У нее обнаружили опухоль головного мозга и провели тяжелейшую операцию. Первые симптомы лета 2017 года Ольга запомнит навсегда. Она училась на маркетолога и сдавала сессию в Нижегородском университете, параллельно работала заместителем управляющего в магазине одежды, участвовала в организации музыкального фестиваля друзей. А еще в июле должна была состояться свадьба средней сестры, Наташа, рассказывает героиня. Мы с родными душу вложили в это событие. Даже украшения мастерили своими руками. Тогда я почувствовала первые симптомы болезни. Каждый день голова раскалывалась, а конечности немели. Порой в супермаркете останавливалась каждые 10 минут, потому что ноги не слушались. Недомогание списывала на усталость, скрывала от близких. А в начале августа боли стали нестерпимыми, едва могла встать с кровати. Позже медики объяснили, что так в мозге происходили кровоизлияния. Запивохина случайно проговорилась о самочувствии близкому другу, который буквально затащил ее в больницу. Невролог отправил пациентку на УЗИ шеи и МРТ головы. Когда анализы были готовы, врач пригласил Олю в кабинет и почти шепотом сообщил, что у нее опухоль мозга, требуется трепанация черепа. Дома плакали все. Держался только папа, который сразу же записал дочь к лучшему онкологу в Нижнем Новгороде. Пугала мысль, что мне распилят череп, вспоминает Оля. При этом никто не мог дать гарантий, как себя поведет организм. Успокоил профессор, заверив, мол, все пройдет хорошо. После беседы с ним поняла, могу рыдать сколько угодно, но от этого ничего не изменится. Операция «Подиум». Ольга стойко перенесла операцию, начала постепенно восстанавливаться. В палату пускали только родных, с друзьями связывалась по телефону. Однажды написал старый приятель Илья Вершинин, скаут Международного модельного агентства. В ответ на вопрос «Как дела?», Оля отправила фото головы в бинтах. Парень опешил, ведь ничего не знал о трепанации, а потом сделал комплимент, что такой образ ей очень идет, и попросил прислать еще несколько снимков. После выписки я вернулась домой, завела собаку, рассказывает наша героиня. Старалась не унывать. Правда, на работу не брали, наверное, не нравилась лысая голова или боялись, что умру прямо в офисе. Как-то в гости заглянул Илья. Провели короткую фотосессию, записали видео.
а через пару дней позвонил и ошарашил, что представители Gucci хотят видеть меня в Милане. Оказалось, что Илья отправил кадры дизайнеру женской коллекции бренда Давиде Рене. Запивохиной с детства прочили карьеру манекенщицы. С 14 лет принимала участие в съемках, но агентства не спешили брать ее на серьезную работу из-за маленького роста, 165 сантиметров. Оля даже делала гимнастику по методике Берга, чтобы стать хоть немного выше. Но вердикт врачей был неутешительным: вырасти ей не суждено. Вскоре девушка получила визу и отправилась в Милан, где начиналась подготовка к показу новой коллекции. Оля прилетела 18 ноября, а через пару дней отмечала 22-летие. Модельеры Gucci Давиде и Алессандро хлопали в ладоши и радостно кричали ей «Happy birthday». После нескольких репетиций она вернулась домой. В следующий раз прилетела в Италию накануне показа. Моделям подобрали образы, объяснили, как двигаться. Перед началом действия кто-то заметил, что помещение напоминает больницу, минус вспоминает Запивохина. На подиуме стоял операционный стол, тот самый, который так хорошо врезался в память. Вдруг защипала нос. Подняла голову и закатила глаза, чтобы не расплакаться. Но быстро успокоилась. Карьера Ольги, которая закрывала показ, сразу пошла в гору. Она подписала контракт с именитым брендом и регулярно снимается. Сейчас Запивохина работает под Марселем. На самом деле ребята из Gucci ничего не знали об истории Оли, минус поделился со Стархитом агент модели Илья Вершинин. Уже после показа увидели статью в интернете. Со мной связался Давиде, который восхищался стойкостью Ольги и радовался, что все так хорошо сложилось. Мы решили, что это судьба.